Рассказ называется «Холодная месть медведя». Собратья по охоте в выходные завалили Мишку. Потеряли, правда, двух собак. Одну собаку Салапы сразу насмерть задавил. Второй так прокусил бедро, что тот, несмотря на все усилия хозяина, истек кровью и умер. Сразу вспомнил несколько недавних случаев, когда от лап у зубов медведей пострадали уже люди. В том числе электрик соседней области, которого осенью 2000 года обозленный медведь тащил со столба и оторвал голову. Еще один охотник из Новосибирска, переживший тот же ужас от встречи со зверем в декабре 2002, что и герой Ди Каприо в фильме «Выживший», чудом остался в живых, а также другие, уже подзабывшиеся подобные эпизоды. Конечно, ничего необычного в нападениях медведя на человека нет, это всегда происходило и будет происходить в дальнейшем. Жизнь есть жизнь, но надо признать, что провокатором этих трагедий в подавляющем большинстве случаев оказывается человек. Когда по неопытности, а когда по ничем не обоснованной самоуверенности и наглости. Живя в комфортных условиях, человек расслабляется, попадая на природу, по привычке продолжает чувствовать себя пупом земли, чем совершает роковую ошибку. Ходя в лесные и таежные дебри, надо понимать, что ты не дома, а в гостях. Причем в гостях у весьма уважаемого хозяина, к тому же хозяина всемогущего, а в чем-то и мистически загадочного. Года два назад, по осени, охотились мы в верховьях Чусовой. Продвигаясь по береговым горным склонам, наткнулись на странное сооружение для таких мест. Это была сваренная из швеллеров, уголка и арматурин наблюдательная вышка, трехэтажный дом, в виде прямоугольного конуса. Наверх конструкции вела узенькая лесенка, начинавшаяся метрах в полутора от земли, а на самой маковке располагалась небольшая смотровая площадка без крыши. Вместо пола также был наварен арматурный пруток. Заметно проржавевшая железная громадина выглядела очень странно среди высоких деревьев в таком глухом и безлюдном месте. Местный охотник, который сопровождал нас, рассказал, что вышка эта стоит тут со времен царя Гороха, и назначение ее точно неизвестно. Возведена в далекие времена, то ли для наблюдения за лесными пожарами, то ли в качестве маяка для речных сплавщиков, то ли еще зачем. В любом случае, в настоящее время ни одну из этих функций она не могла выполнять, так как разросшиеся вокруг сосны уже закрывали обзор смотровой площадки. Стоял, короче, шедевр архитектурной мысли посреди густого леса, всеми забытый и позаброшенный, являясь единственным напоминанием о пребывании когда-то в этих местах человека. Вот историю 15-летней давности, связанную с вышеозначенной железной вышкой, нам и рассказал провожатый местный охотник. Тогда, в самом начале 2000-х, появились в здешних краях два ушлых мужичка, представлялись охотниками-любителями, а на поверку оказались профессиональными ловцами животных для частных зоопарков, передвижных цирков Шапито. У этих и им подобных ребят работенки всегда хватает, ибо в таких зверинцах и бродячих цирках зверушки мрут, как мухи, так что требуется постоянное обновление поголовья. Вот эти двое звероловов договорились каким-то образом с местным лесничим, и тот начертил им координаты обитания медведицы с парой медвежат-полугодку, а также дал негласное добро на уничтожение мамаш и пленение обоих зверенышей. Ну а как иначе? С лесничим не поспоришь, он тут царь и бог. В вечер перед ранним утренним выходом на промысел старший из пришлых звероловов Митрич за бутылкой водки похвастался перед лесничим своим многолетним опытом добычи разнообразного зверя. Объездил, мол, все лесные угодья России матушки. Специализация у него серьезная, мишки бурые, вернее медвежат. Обычно вылавливал их в августе-сентябре. И технологию свою фирменную тоже выработал. После того, как мать-медведицу отстреливали, медвежата, конечно, разбегались по зарослям. Но потом, через несколько часов, гуля все равно возвращались к матери. А звероловы приходили на другой день и сетками ловили вернувшихся к телу матери медвежат. Чтобы не тащить на себе довольно тяжелых медвежат-полугодку, Дмитрич и тут проявил свои рационализаторские способности. По его заказу на один из заводов ему наштамповали специальных колец с защелкой из прута нержавейки. Острым концом такого кольца протыкалась носовая перегородка осиротевшего медвежонка. И потом он своим ходом на веревочке за Митричем шел до места погрузки транспорта. Боль от кольца в носу не давала несчастным пленникам удрать от своего мучителя и спасительные кусты. Лишь однажды по молодости еще в лесах под Братском оказался этот Митрич. Медвежонок попался ему уж очень героический.
Вместо того, чтобы следовать на привязи за человеком, кинулся в атаку, прокусил до кости руку и ногу. От неожиданности мужик даже упал. Выпустил привязь, освободившийся пострел тут же был таков. Так удрал с длинной веревкой и кольцом в носу. Погоня удачи не принесла. Тогда долго искать звереныша не стали, плюнули и со вторым медвежонком пошли дальше своей дорогой. Короче, на утро поднялись ловчие и двинулись в указанном лесничьем направлении. Шли и сгинули, как сквозь землю провалились. Через неделю, когда мужики так и не появились, послал лесничий в те нехоженные края двоих лесников поискать следы пропавших. Следы отыскались, только уж очень грустные. Сначала собаки вывели на разодранный труп помощника Митрича. У того была вырвана половина грудной клетки вместе с ребрами. Поодаль валялось ружье с двумя пустыми гильзами в стволах. Когда пошли дальше, за заливающейся лаем собак, обнаружили еще более страшную картину. На вершине зарастающей лесом горы, над берегом Чусовой, на той же самой вышке, на самом верху, лежал сжавшийся в комок человеческой фигуры, прямо на арматуринах смотровой площадки. Человек был мертв. А внизу на земле под вышкой пласталась туша огромного, седого от старости медведя-великана. Тут же валялся и карабин горе-добытчика с отломанным прикладом. По следам лесники восстановили картину разыгравшейся таежной трагедии. Звероловы были выслежены и атакованы со спины старым самцом-медведем. Несмотря на внезапное нападение, помощник Митрича успел дуплетом засадить обе пули в зверя в упор, но ранил не смертельно. Эта короткая схватка позволила Митричу оторваться на небольшое расстояние и тоже произвести несколько выстрелов из карабина. Две пули достигли цели. Только огромного взбешенного медведя это не остановило. Но мужик успел все же добежать до спасительной железной вышки и, бросив оружие, карабкаться по лесенке на верхотуру, куда зверь не мог залезть. В ярости Мишка отгрыз приклад у карабина и, тяжело раненый, остался караулить неприятеля до конца. Хотя медведь был очень старый, со сточенными и больными клыками, худой, но по рассказам лесников, мог бы выжить, если бы не сидел упорно под вышкой, а ушел за пищей, водой и лечебными травками в лес. Но зверь сознательно выбрал другой вариант развития событий, который привел к гибели обоих. Дмитрич умер от обезвоживания и холода, просидев несколько сентябрьских суток на продуваемой всеми ветрами железной площадке. А медведь умер от полученных серьезных ранений. Какая причина заставила зверя с таким маниакальным упорством травить своего врага, стало известно позже. Но вот что поразило лесников, а потом лесничего, которому обо всем рассказали. Про существование престарелого Мишки никто из них до этого страшного случая даже не подозревал. Так-то ведь все особи на учете, значит пришлый бродяга, и совсем недавно здесь появился. А самым странным было другое. Когда лесники внимательно осмотрели оскаленную огромную медвежью морду, повернутую вверх и не спускающую с своего врага выклеванных птицами глаз, то с удивлением обнаружили брошенное в переносицу зверя небольшое кольцо из нержавейки, хитрой защелкой. Точно такие же, как несколько других, обнаруженных в кармане у спущенного на землю скрюченного трупа Митрича.